разогнался и не пахнет. Температура стабильно держится где-то градусов около 3, ночью около 0. И так передают, что будет аж до самого Нового года. Но только что сильно ветрено и влажность высокая. Так на улице долго некомфортно находиться. По идее, можно было бы сидеть на печи и не высовывать носа на улицу. Но как раз же затеял важную работенку, которую необходимо закончить до наступления морозов. Обычно такими делами занимаются в октябре, ну или там в начале ноября. Ну а у меня из-за поломки мотоблока все планы сместились. Думал уже и вообще на следующий год откладывать. Ну а тут как раз погода благоволит, так нужно работать. Уже, наверное, все побросали свои дела и ушли на новогодние каникулы. Кстати, с Рождеством тех, кто отмечает 25 декабря. Ну а мне здесь в глуши праздновать не с кем, так вот и тружусь в поте лица. Вчера практически весь день косил, а ночью мороза не было, землю полностью отпустило, так съездил на то поле, где в метель оборвал, края подровнял. Ну а сейчас думаю уже ехать на то поле, пробовать поднимать целину. Здесь возле гаража какая-то у меня своя аура. Трава вовсю растет, хоть кроликом рви. Ну только что в основном чистотел, а и он для них ядовиток не будешь давать. Вон даже деревья распускаются. Веточка сирени листья пустила. Глядишь, к февралю может и цветочки появятся. Плуг пока не буду брать, хотя может он и вообще не пригодится. Пока съездить, собрать, вывести траву, которую накосил, чтобы не путалась под ногами. Ну а потом уже думать, как поднимать эту целину. Если помните, в прошлом году я этим плугом пробовал, ну там особо-то и не пошло. Трава забивалась постоянно, и он юзом шел. Ничего не переворачивал. Ну а в этом году я понял, что причина в этом колесе. Забивалась здесь дерван, потом между колесом и плугом, и поэтому ничего не получалось. Ну а когда я его выбросил, то дело и пошло. Так что не знаю, буду пробовать. Ну а если не получится, то может фрезой придется. Ну, буду потом решать. Буду решать задачи по мере их поступления. Много травы будет, не думал, что такое количество.
Она еще тяжелая, много и не нагрузишь. К тому же еще здесь вон вода близко, сыро, буксуешь, так много и не потянешь. Придется хорошенько побегать, чтобы ее все вывести. Одно только радует, что эту работу только один раз нужно будет сделать. Запахать, а потом только поддерживать это все в хорошем состоянии. А и с другой стороны, через годик-другой из этой травы получится хорошее органическое удобрение и в большом количестве. И можно будет посеву подкармливать еще несколько лет хорошего урожая получать. Неудачно как-то я в эту траву въехал. Вон или разорана какая-то здоровая, или бобры яму понарывали. Да и взад особо-то не дашь, там дерево мешает. И тоже разоры. Надо будет сейчас повозиться трохи, а потом так близко не подъезжать. Еле выбрался. Походу здесь были, запахали, грубо так и кинули. Или тоже, может, буксовали, что таких ям понаделали. Довольно будет тяжеловато это все выровнять. А еще смотрю, что здесь земля такая довольно хорошая, насыщенная водой, жирная. Должно все хорошо расти, но только что плуг может не потянуть, чтобы ее вспахать. С пустой телегой он буксует, хотя сопротивления-то и нету особого. Хотя с другой стороны траву колесом рвет, то вроде все мягкое, может земля и не сильно задерванелая. Рано еще переживать. Сначала довозить всю траву, края подровнять, кинуть разметку, а потом уже думать, как запахивать это все. Кстати, вон те кучки по курсу, это совсем уже не трава, с этой части я уже свез. Это такие муравейники настроены. Решил я все же сразу фрезой пробовать. Плугом, скорее всего, рады не дам там. Скользко, муравейников много, курганов, разорно, а еще я ям понаделывал. Так и ничего не получится. А фрезой, по крайней мере, сразу можно будет хоть слегка подровнять.
Я ей еще целину не поднимал, так только слегка попробовал на том поле, на колхозном поле. Но там ничего не получилось. Земля там сбита, в основном песок да камни, так фреза и не заглублялась. Помнится, когда и целину поднимал трактором, 82-ки плугом тяжело давалось. Что уже говорить про него. Ну а на этом поле вроде бы как и земля помягче, но по крайней мере сверху похоже что-то на суглинок. Ну, попробую, не получится, так и я в таких вопросах человек гибкий. Если что, переобуюсь. Ну что, момент истины, будем пробовать. Думал еще ножи затащить, как рекомендовали в некоторых комментариях. Оно бы намного легче эту бы дернину резало. Но потом передумал. Так мне кажется, что скорее всего резать-то оно будет, а заглублять эту траву и вряд ли. А желательно бы ее как можно поглубже закопать, чтобы перепревало и меньше прорастало. Ну это так, предположение. Были бы запасные ножи и еще время, то можно было бы поэкспериментировать. А я еще не знаю, как пойдет дело и сколько времени понадобится, чтобы подорвать эту целину. А его практически и нету. Послезавтра уже Новый год, а там и заморозки передают. Хотелось бы в этом сезоне закончить, чтобы на весну можно было спокойно уже что-то сеять. А еще долго и не поработаешь, день короткий, рано темнеет. Ну, одно только что радует, что самая темная ночь уже позади, и сейчас с каждым днем световой день будет увеличиваться, и будет намного веселее работать. Ну что, буду пробовать, а то так и можно ночи дождаться. Ну, вроде бы дело пошло. Только что фреза из-за этих неровностей неравномерно заглубляется. То киданет ее глубоко, то тогда и трактор тяжело. Ну, думаю, первый раз пройду, более-менее так подровняет, а там уже можно будет постепенно ее глубже засовывать. Ну, не получится так, наверное, как те участки весной обрабатывал после того, как уже поднята была целина, что за 3 прохода удавалось. Скорее всего, понадобится чуть побольше. Ну, главное, что дело с места тронулось. И техника чтоб не подвела. Ну, а рвет вроде бы так неплохо. И земелька здесь вроде бы не сильно так слегшаяся. То может и все хорошо получится. А здесь как раз участок, можно сказать, практически квадратный. Так пройдусь один раз вдоль, второй раз поперек, и может все заровняется. Ну, только что вот эта вот выпуклость посередине останется. Ну, а оно-то и к лучшему. Получится в проливные затяжные дожди вода будет на боки скатываться. Не так все будет замокать.
там выражение было в КВН. Дело к ночи близится, а близости все нет. А у меня походу все наоборот. Придется хорошенько потрудиться аж до самой ночи. Ну, хочется закончить уже сегодня все. А еще запланировал успеть клетки кроликам доделать, чтобы закрыть вопрос до конца года. Так что буду уже прощаться. В следующий раз увидимся в новом году. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Ну а тех, кто празднует, еще и с Рождеством. Обычно я ничего не желаю, но, как показала практика, некоторые обижаются, а воды у меня здесь и так хватает. Поэтому желаю благополучия и процветания. До новых встреч! Уже испугался, контакт был пропал. От вибрации соскочила клемма с аккумулятора.